Здравствуйте. Медь– один из тех элементов, о которых в аюрведе говорили с древности. Она не только биохимически важна, но и проводит жизненную силу прану. Врожденная практика тамраджал– вода, настоянная в медной посуде на ночь. Считается простым и действенным средством для восстановления баланса дож. Настаивая воду в медном кувшине 8-10 часов, мы подпитываем ее ионной и пранической энергией. Вода мягко пропитывается медными ионами и становится поддерживающей для капки питой ваты. Утром на голодный желудок такая вода помогает очищению, укрепляет пищеварение и общее состояние. Важные рекомендации по практике. Используйте чистую, качественную медную посуду и фильтрованную воду. Настаивайте при комнатной температуре не менее 8 часов. Пить по глотку утром, не заменяя это разнообразным питанием. И травами лучше рассматривать как дополнение к общей оздоровительной программе. Включайте в рацион продукты, богатые медью. Морепродукты, печень, цельные злаки, бобовые, орехи, темно-зеленые листья. Это поддержит тонус, поможет телу использовать праническую энергию меди более эффективно. И, конечно же, помним меру. Аюрведа учит индивидуальному подходу. Если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства, обсудите практику с вашим врачом-аюрведистом. И тогда тамраджал станет мягким и безопасным инструментом на пути гармонии. Медь не просто металл, а одна из тех тонких субстанций, которые поддерживают жизнь и исцеление. В аюрведе ее ценят как помощника в восстановлении тканей, нервов и обмена веществ. В теле медь входит в состав важных ферментов. Цитохром с оксидаза– терминальная ступень дыхательной цепи, что дает клеткам энергию. Лизилоксидаза запускает образование коллагена и эластина, основу прочных и упругих тканей. Пептидилглицин, амидирующая монооксигеназа, помогает созревать нейропептидам и нейротрансмиттерам, влияющим на нервную и эндокринную гармонию. Практика тамраджал, вода, настоянная в медном сосуде на ночь, в аюрведе считается мягким способом подпитать тело пранической энергией меди. За 8-10 часов вода получает ионное и пранное обогащение, которое, как полагают, помогает уравновесить вату, питу и капху, а также поддерживает pH баланса организма. Преимущество умеренного потребления меди. Первое. Антимикробная сила. Медные сосуды снижают микробную нагрузку в воде. Второе. Поддержка ума. Медь участвует в создании миелиновой оболочки, важной для нервной проводимости. Третье. Содействие пищеварению и контролю веса. Четвертое. Антиоксидантная защита кожи и тканей. Пятое. Противовоспалительное действие. Помощь при артритах. Шестое. Потенциальная поддержка профилактики хронических заболеваний. Исследования продолжаются. Рекомендации. Используйте качественную медную посуду, настаивайте воду 8-10 часов и пейте умеренно. Одновременно включайте в рацион источники меди. Печень, морепродукты, орехи, бобовые, темно-зеленые овощи. При хронических заболеваниях или беременности согласуйте практику с врачом или аюрведистом. Мера и индивидуальный подход– ключ к традиции. Седьмое. Поддержка пищеварения. При изжоге, газах, запорах или расстройствах ЖКТ тамраджал, вода, настоянная в медном сосуде, часто дает мягкое облегчение. Медь помогает печени и почкам работать эффективнее, улучшает усвоение питательных веществ и поддерживает естественную очистку организма. Ритуал прост. Стакан медной воды утром натощак. И это может стать ежедневной поддержкой пищеварения. Восьмое. Здоровье сердца и сосудов. Медь участвует в регуляции давления и сердечного ритма, помогает нормализовать уровень холестерина и триглицеридов и снижает риск отложения бляшек в артериях. При сбалансированном поступлении меди сосуды работают лучше, а сердечная ткань надежнее. Помощь при анемии. Медь способствует усвоению железа и его включению в гемоглобин. При анемии важно сочетать источники железа с подходящими микронутриентами. Медная вода в рационе может улучшить биодоступность железа, но серьезные случаи требуют врачебного введения.
Практические цифры. При настаивании на 16 часов вода может содержать 180 ppb меди. При недельной настойке примерно 450 ppb. Пределы достигают около 2000 ppb, 2 мг. Потребление 1-2 литров такой воды дает приблизительно 0,18 до 0,36 мг меди. Это 15-30% суточной нормы. Совет. Наливайте воду в чистый медный кувшин на ночь. Утром пейте стакан натощак, остальное в течение дня. Противопоказания. Цирроз печени, холецистит. В этих случаях практику не применяйте. При сомнениях консультируйтесь со специалистом. Дорогие друзья, если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!